Зимой многие люди страдают от сырости и холода, сталкиваются с простудами, пониженным иммунитетом и периодами подавленного, мрачного настроения. Холодный воздух на улице, сухой воздух в натопленном помещении и короткий световой день – это тройной удар по иммунитету организма. К тому же зимой мы чаще испытываем сонливость и апатию. Зимний травяной чай согреет изнутри, пробьет нос, смягчит кашель, поднимет настроение, поможет расслабиться и заснуть. В этом видео я покажу свои любимые 10 трав и специй для зимнего чая. Мы вместе соберем некоторые из них в нашем саду. Сначала я хочу сделать важное предупреждение. Это видео о чисто бытовом использовании трав и специй в зимних чаях. Оно не является медицинской информацией. Считается безопасным регулярно заваривать и пить травяной чай из тех растений, которые широко используются в пищу. Это пряные травы, их семена, а также ягодные и плодовые культуры. Как правильно заваривать и пить травяной чай? Лучше использовать свежие растения или их смеси, за исключением сибирского чая, о котором позже. Многие целебные травы являются вечно зелеными. Возможно, они растут у вас на участке или на подоконнике. Ну или их можно купить в отделе свежих специй вашего супермаркета. Чтобы сохранить в чае из трав как можно больше витаминов и других полезных биовеществ, я завариваю травы не кипятком, а горячей водой, около 70 градусов. Смешивать травы для чая лучше так, чтобы в одном сборе были растения с дополняющим друг друга эффектом. Лучше заваривать травы понемногу за раз, чтобы сохранить и приятный вкус, и пользу чая. Какие травы согреют изнутри? Приверженцы аюрведы, древнейшего индийского учения о благополучии человека, рекомендуют черный перец, имбирь, корицу, куркуму и гвоздику для поддержания внутреннего огня, который они называют агни. Кстати, черный перец и куркума вместе усиливают полезные свойства друг друга. В западной традиции наиболее известными травами, которые помогут согреться изнутри и пропотеть при простуде и лихорадке, считаются липовый цвет, все части одуванчика, цветы и листья калины, листья полыни и цветы тысячелистника. По желанию можно добавить сырой мед или мед манука. Выпив такой чай, завернитесь в одеяло и несколько часов отдохните. Посмотрите на перечисленные здесь травы. Все они могут помочь от простуды. Они содержат эфирные масла, обладающие противовирусными и противомикробными свойствами. Напомню, что помимо чаев отлично пробивают нос такие натуральные средства, как лук и чеснок, острые блюда с красным перцем и восточными приправами, а также хорошо всем известный горячий куриный суп. Мы живем на юге Англии. Это климатическая зона 9 по системе USDA. Лишь несколько раз за зиму температуры могут опускаться ночью ниже нуля. Полезные растения с вечно зелеными листьями всегда под рукой для травяного чая или использования в блюдах. Давайте вместе соберем листочки полезных растений для чая из трав. Растет бадан или бергения. Красный сибирский чай, очень вкусный. Значит, листья бергении зеленые, они очень ядовитые. Собирать надо только старые листья. Вот такие вот старые листья, которые пролежали. Его ферментировала сама природа. Очень страшный на вид. Это тимьян или чабрец по-русски. Вот такое вот растение. Очень сильно разрастается. Я его использую в разные кухни. Он очень душистый. У меня лимонный тимьян. Это розмарин в переднем саду. Сейчас я его соберу. Он очень сильно разрастается. У нас разрастается все. И все нужно обрезать. Вот так выглядит полынь у нас на огороде. И это достаточно морозный день. Ночью был минус. Но, как видите, полынь можно собирать. Правда, я полынь не люблю. Раньше полынью отпугивали ведьм. Может, я ведьма, но мне так и не удалось полюбить полынь. Ни сухую, ни свежую. На мой взгляд, этот чай очень невкусный. Поэтому я лично его не делаю. Вот эвкалипт голубой – или шаровидный. Лекарственное растение. Очень сильно разрастается. У нас разрастается все. И все нужно обрезать. Вот так выглядит полынь у нас на огороде. И это достаточно морозный день. Ночью был минус. Но, как видите, полынь можно собирать. Правда, я полынь не люблю. Раньше полынью отпугивали ведьм. Может, я ведьма, но мне так и не удалось полюбить полынь. Не сухую, ни свежую. На мой взгляд, этот чай очень невкусный. Поэтому я лично его не делаю.
У нас он растет здесь, на соседней улице, в кого-то в саду. Несколько деревьев. Такие красивые синие листья у него. Сейчас, к сожалению, плохой свет. Не хочу, естественно, нарушать приватность соседей. Посмотрите, как кора отходит от дерева. Это типично для эвкалипта. Еще некоторые любят пить лаванду. Они заваривают ее в чай. Но я лично этого не делаю, потому что для меня это как будто ты пьешь духи. Это не совсем правильно. Но если вы любите, то, конечно, можно и лаванду. Мы все знаем, что при простуде бывает особенно трудно заснуть из-за плохого самочувствия. И здесь помогут чаи с расслабляющими, успокаивающими травами. Вот такой список успокаивающих трав у меня получился в процессе подготовки этого видео и статьи. Кстати, вам нравится этот чайный сервиз? Это знаменитый старый Люксембург, производства Вilleroy et Boch, или Villeroy et Boch на французский манер. У нас целый набор этих тонких фарфоровых чашек, блюдец и десертных тарелок. Невероятно, но этот знаменитый классический сервиз выпускается без изменений с 1770 года. И у компании можно приобрести любой его предмет по отдельности в любое время. Это очень удобно, если у вас, например, разбилось блюдце, или вам нужно 3 тарелки, а не 6 или 12. Пить чай или кофе из этого сервиза всегда удовольствие для домашних и гостей в нашей семье. Под видео я оставила ссылку, по которой можно заказать предметы сервиза напрямую у производителя Villeroy et Boch. Что можно добавить в зимний травяной чай для иммунитета, энергии и поднятия настроения? Слишком короткий световой день вгоняет многих из нас в апатию, когда мы не чувствуем энергии и мотивации. Побороть зимнюю депрессию или сезонное аффективное расстройство помогут не только травы для чая, но и некоторые специи из кухонного шкафа. Я оставила для вас ссылки под видео о том, как побороть зимнюю депрессию, а также нехватку мотивации и энергии, которая может настигнуть нас в любой сезон. А вот и мой личный топ. 10 лучших трав для зимнего травяного чая. Номер 1 – это шиповник. Шиповник богат на витамины А и С и антиоксиданты. Он помогает от боли в суставах и улучшает кожу. Это очень вкусный кисловатый напиток с приятным ароматом. Чтобы сохранить больше витаминов, заваривайте шиповник не кипятком, а водой около 70 градусов в термосе около часа. Пейте чай и доливайте горячую воду в термос по мере необходимости. Номер 2 – это имбирь. Это растение обладает длинным списком полезных эффектов. Чудесный аромат имбиря взбадривает и повышает настроение. Из имбиря получается отличный травяной чай, который очень просто сделать дома. Лимон. Номер 3. Это настоящий подарок природы. Лимон содержит витамин С, улучшает метаболизм и пищеварение. Несмотря на кислый вкус лимона, есть любопытная гипотеза о том, что способен ощелачивать организм и понижать повышенную кислотность и изжогу. Анис, кардамон, корица, гвоздика, мускатный орех, укроп, тмин – это все прекрасные специи для добавления в зимний травяной чай. Помните, может быть, детскую микстуру от кашля со вкусом аниса и лимона? Семена аниса и кардамона я измельчаю кухонной скалкой. Мускат натираю на терке. Мускатный орех и корица также помогут немного успокоить боли в суставах и мышцах. Номер 5 в моем списке – это шалфей. Потенциальная польза шалфея впечатляет. Он поддерживает функции мозга, регулирует сахар в крови, понижает плохой холестерин и борется с воспалениями. Шалфей обладает своеобразным вкусом, который мне лично нравится. Я завариваю его сам по себе или иногда с добавлением розмарина и тимьяна. Этими же травами я выстилаю блюдо, в котором запекаю индейку. Она получается очень сочной и вкусной. Смотрите наше специальное видео. Номер 6 – это чабрец. Эфирное масло тимол, получаемое из тимьяна ползучего, обладает среди растений самыми сильными антимикробными и антигрибковыми свойствами. Масло чабреца считается сильнее масла чайного дерева. Чай из чабреца обладает отхаркивающими свойствами и хорошо помогает при кашле. Номер 7 – это мята. Это еще одно ценное растение из семейства яснотковых.
Мята потенциально способна улучшить пищеварение, снизить симптомы простуды и аллергии и помочь от головной боли. Она оказывает расслабляющее воздействие как на мышцы, так и на наше сознание. Растение обладает прекрасным вкусом. Номер 8 – мелисса лимонная. Это чудесное растение в исследованиях доказало свои успокаивающие, снотворные, антивирусные и антибактериальные свойства. Чай из мелиссы очень ароматный, и его можно пить регулярно. Мята и мелисса очень близкие родственницы, они выглядят почти идентично. Оба растения лучше выращивать в горшках, чтобы контролировать их распространение. Номер 9 в моем списке – это сибирский чай. На вид и по вкусу он напоминает обычный черный, только в нем нет кофеина, а значит его можно пить на ночь. У сибирского чая насыщенный, терпкий и довольно приятный вкус. Растение потенциально обладает противовоспалительными, антиоксидантными и иммуноукрепляющими свойствами. Чай из бадана помогает при простуде и регулирует пищеварение. Важно правильно собирать листья бадана на чай, как я показала раньше в этом видео. Я не пью сибирский чай регулярно, скорее завариваю его пару раз в каждый сезон. И завершает мой список лемонграсс или лимонная сорга. Это очень душистая трава с ароматом цитронеллы и большим целебным потенциалом, которую я выращиваю в своем саду. Стебли лемонграсса из магазина укореняются в воде. Под этим видео я оставила ссылку на свою статью о выращивании лимонного сорга. А какие у вас любимые травяные чаи зимой? Мне было бы очень интересно узнать и попробовать что-нибудь новое. Поделитесь в комментариях под видео. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Я всегда рада вашим комментариям и постараюсь ответить на все вопросы. На сайте «Загородная жизнь» за 20 с лишним лет собрано много статей и материалов о цветах, плодовых и овощных культурах, садовом дизайне, домашнем уюте, традициях и праздниках. И много рецептов вкусной еды. Оформите подписку на сайте, чтобы сразу получать анонсы новых материалов.